Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители нашего канала. С вами Дмитрий Тихонов, и сегодня я хочу вам рассказать про такой инструмент, который получил особую популярность среди ремонтного оборудования. А речь пойдет именно о пневматическом ударном гайковерте. Поехали! А зачем он вообще нужен? Да, пневмогайковерт очень полезный и нужный инструмент. Он применяется для откручивания и закручивания резьбовых соединений на болтах и гайках. Также для крепежа с большим моментом затяжки. Благодаря ему можно существенно сэкономить и силы, и время при выполнении таких работ. Ну а вообще, такой инструмент применяется в автомастерских для облегчения и упрощения ремонта автомобильной техники. Не знаю почему, мне сразу приходит на ум шиномонтаж. Что весной, что осенью, в самый разгар пик сезона смены колес, можно из любой шиномонтажки слышать эти звуки этого инструмента. Да, в это время пневмогайковерт работает просто на износ. Но не об этом. И, кстати, да, на производстве они имеют также широкое применение. Ну а теперь давайте вскроем нашу упаковочку. Посмотрим, что у нас внутри. Так, господи, что-то я запутался. Вот, открывается с этой стороны. Так, паспорт. Сам пневматический ударный гайковерт. Пакетики. Сюда пакетик пока уберем, он нам не нужен. Что у нас тут еще есть? Колбочка с маслом и штуцер. Ладно. Ну и коробочка. Коробочка нам теперь тоже больше не нужна. Вообще не хотелось бы вам пересказывать, перечитывать вот этот паспорт, но если вы приобрели этот гайковерт, то внимательно прочтите всю информацию, которая здесь указана. Это может помочь увеличить срок службы данному инструменту, как минимум. Вообще, на какие критерии нужно обратить внимание при выборе пневматического гайковерта? Первое – это обороты холостого хода. Пожалуй, это критерий один из самых основных, согласно которому определяется мощность оборудования. И специалисты считают, что нужно выбирать инструмент в пределах от 3 до 7 тысяч оборотов в минуту. У нашего 8000 оборотов в минуту. Я считаю, что мы все-таки попадаем в эти критерии. Второй критерий – это крутящий момент. Здесь цифры начинаются от 500 до 6000 ньютон на метр. Но вообще к стандартным моделям относятся пневмогайковерты с крутящим моментом от 500 до 900 ньютон на метр. У нас 770, ну это прям золотая середина. Ну и не стоит забывать про такой критерий, как расход воздуха. Да, когда я готовился к обзору, вычитал здесь такую информацию, что данный инструмент потребляет 11 литров в секунду. 11 литров в секунду. Так, для сведения, стандартные модели потребляют от 100 до 140 литров в минуту. Если мы будем переводить эти цифры в минуту, то получим 660 литров в минуту. Ну, я не знаю, какой должен быть компрессор и ресивер, что один раз нажал и жди, когда он заполнится. Но я считаю, что это ошибка, и производитель хотел указать, что здесь 110 литров в минуту. Кстати, по еще одному замечанию, я же сказал, что это пневматический ударный гайковерт. Производитель, это тоже надо поправить. Итак, про основные критерии я вам рассказал. Ну, еще добавлю про некоторые характеристики. Размер крутящего момента 1/2. Ну, это стандартные головки. Также можно ставить переходник на 1/4. Про вес пневмогайковерту хочу отметить, этот весит 2,75. Слишком легкие не берите, но, вероятнее всего, они малонадежные. Очень тяжелые, но учтите, что вам им работать, если, допустим, достаточно часто, рука будет затекать. Вот этот прям и в руке сидит хорошо, и не слишком тяжелый. Вот, идем дальше. Здесь у нас имеется переключатель прямого обратного хода на откручивание и закручивание. Также есть регулятор мощности пневмогайковерта. Кстати, для сведения, у этого гайковерта фиксатор с фрикционным кольцом, что позволяет быстро менять головки. А это, кстати, очень удобно. Итак, что я забыл сказать. В очень многих обзорах товарищи рассказывают о схеме подключения. Я не буду исключением и тоже добавлю. Ставится компрессор, ресивер, и на него устанавливаются влагоотделители. Зачем это нужно? Чтобы с воздухом внутрь инструмента не попадала влага, иначе внутри будет все ржаветь, покрываться коррозией.
Вот. После влагоотделителя ставятся лубрикаторы. Это такие фильтра, которые с воздухом подают частички масла, чтобы внутри все смазывалось, и инструмент работал дольше. И, кстати, да, вот здесь у нас в комплекте штуцер, и здесь идет заглушка. Заглушку мы убираем. Вкручиваем сюда штуцер. И здесь написано Oil Daily, что значит, если у вас нет такого лубрикатора, идет в комплекте вот такая баночка с маслом. Пару-тройку капель, и данный инструмент можно использовать в течение 3 часов. А вообще, к чему все эти слова? Давайте уже его и будем испытывать. Как в старом добром меме, испытаем. Итак, несмотря на то, что пневматический гайковерт считается одним из самых безопасных инструментов, не забываем про технику безопасности. Ну, а теперь нам нужно его испытать. Мне интересно, смогу ли я открутить вот эти болты на колесе. Давайте попробуем. Так, как оно у нас тут вставляется-то? Ага. Ставим на режим откручивания. Вообще без всякого труда. Теперь попробуем также закрутить. Итак, как я уже говорил, пневматический гайковерт широко используется в промышленности. И вот вам наглядный пример. Сборочный участок. Ну что ж, с легковым автомобилем он справился, ну, просто элементарно. Давайте попробуем испытать его в более жестких условиях. У нас есть колесо от Газели, от нашей любимой. И здесь уже болты и гайки, они уже прям прикипели. Ну и будем его пытать. Давайте пробовать. Но с такой задачей, мне кажется, не по силу ни одному пневматическому гайковерту. Здесь нужно уже использовать другие методы. Я хочу еще попытать на вот этих гайках. Я думаю, что если они даже прикипели, может быть, они и пойдут. Опа! Даже прикипевшую достали. Давайте поставим ее обратно. С этим прикипевшим повезло больше. Итак, я приехал к нашим заказчикам, собственно говоря, в саму мастерскую сервисную, где и производят гарантийный и постгарантийный ремонт. Со мной Андрей. Андрей, привет. Здравствуйте, Дмитрий. Неудобно с одной петлей, но не суть. Я предварительно попросил разобрать гайковерт. Я, кстати, смотрю, это точно вообще сервис ключевский? Ну да, судя по всему, это 100% сервис-ключ. Не потрепало. Так, но, естественно, не хочу ходить вокруг да около. У меня будет, естественно, самый главный вопрос, что со временем какие-то детали изнашиваются. Кстати, по поводу гарантии, наверное, забыл сказать. Производитель не пишет на таком инструменте в годах, пишется в моторесурсах. Здесь, например, 120 часов, но вот этому гайковерту я даже боюсь представить, сколько времени. Есть предположение? Не одна сотня моточасов, это точно. Вот, но это можно наблюдать. Так вот, и теперь самый главный вопрос. А какие детали все-таки изнашиваются больше всего? Ну и чаще всего? Ну, в первую очередь у нас изнашивается ось, на которую одевается, соответственно, головка, она разбивается со временем. Потом у нас есть такие лопатки на роторе, воздушные, можно так сказать. Они тоже изнашиваются со временем, и появляется зазор, соответственно, уменьшается крутящий момент пневмогайковерта. Потом у нас выходит из строя прокладки, ну, соответственно, у нас это все ремонтируется. Но еще при неправильной эксплуатации, без фильтра на компрессоре, попадает влага, грязь в пневмогайковерт, и, соответственно, тоже уменьшается, либо заклинивает ресурс, можно так сказать, пневмогайковерта.
Да, я так понимаю, что в обслуживании, в ремонте ничего сложного нет. Да, тут детали по минимуму, можно так сказать. Они все взаимозаменяемые. Так что с запчастями проблем нету. Мгм. Но я думаю, больше не будем его мучить вопросами и перейдем к следующей части. Ну а следующая часть заключительная. Вообще, я думаю, что со мной многие согласятся, что такой инструмент достаточно полезный и незаменимый помощник в ремонтной мастерской, да и не только. А может быть, вы его будете использовать и в каких-то своих личных целях. Самое главное, чтобы он был качественный и надежный, как наш. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Тихонов. Не забываем подписываться на наш канал, писать комментарии и ставить лайки. Все, пока. Че приуныли-то? Думали, что останетесь без подарков? Но не. Пневматический гайковерт мы также будем разыгрывать. Условия все те же: подписка, лайк, комментарий. И какой-нибудь счастливчик его получит. Ну а теперь точно пока.